Доброе утро, дорогие друзья! И у нас опять сегодня среда, опять 10 часов утра, и мы снова начинаем наш очередной эфир. У нас будет очень интересный очередной эфир. Вот, я вижу, что к нам уже подключается, да, отлично. Здорово, подключаются наши зрители, наши участники. И я рада всех вас приветствовать на территории успеха, на территории результатов. И, ну, во-первых, хочу вас... Да, добрый день всем. Так, Оксаночка, ты мне помахать... Так, отлично. Сейчас мы видим, что заходит Оксана. Я ее присоединю к нашему эфиру. Пока Оксана заходит, я вас попрошу заценить мою помаду. Как вам нравится моя помада? Кстати, вот, эта помада из линии Colors, да, и очень классный цвет, который называется огненный чили. Я знаю, что для многих женщин, ну, действительно, и девушек очень большая проблема найти вот действительно такую именно красную сочную помаду. Ну, отреагируйте, вам нравится, как мне классно? Угу. Да, отлично. Угу. Оксан, махать мне не надо. Пожалуйста, выйди и еще раз присоединись и просто жди. Не надо, не надо. Да, Лариса, привет. Ой, спасибо. Спасибо, Анжелика, что ты заценила. Вот мне действительно, мне тоже очень нравится и качество, да, и качество вот, помад наших. У нас есть вторая линейка, но сейчас я вот вам Colors показываю. Вот вообще очень крутая. И, девочки, воспользуйтесь вот этой акцией, которая у нас в течение целого июня месяца. Целого июня месяца. Ну да, вот действительно под зеленые глаза, красная помада очень красивая. Ну, честно говоря, как вечерний вариант, такая вот красная помада, именно вот таких вот оттенков, она идет абсолютно всем. Вот всем идет. И голубоглазым, и кореглазым, и зеленоглазым, и даже фиолетово-глазым. Боже мой, какая разница. О, вот теперь я присоединяю Оксану. Сейчас у нас идет ожидание, и сейчас встречайте, здорово, Наташа, умничка. Сейчас встречайте нашу гостью Оксану Майтко. Оксаночка, почему-то у тебя так немножечко освещение не очень хорошее. Я бы, конечно, ну, уже как есть. Лучше, чтобы ты повернулась, чтобы на тебя солнышко светило. Угу. Я тоже себе, да, и название очень классное. Наташа, кстати, ты ее попробовала, эту помадку? Как там тебе понравилось на тебе, именно на тебе лично? Мне очень нравится, очень нравится. Угу. И качество вообще, и тем более название огненный чили, девочки, это вот просто, это будет притяжение всех мужчин, ну и не только мужчин, потому что мы сами себе, такое у нас самооценка повышается, потому что когда мы себя чувствуем в форме, когда вот мы именно на высоте, то реально, да, то реально, ну, мы дарим мир, каждая из нас дарит мир счастье и вот эти вот моменты. Итак, хорошо, отлично, Олечка присоединилась, всех привет, 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 и мы сейчас с вами начинаем эфир с нашей гостьей, это Оксана Майтко, вообще очень интересная девушка, она так интересно пришла в ЛР, и поэтому я сейчас ей задам первый вопрос. Оксан, вообще, как ты узнала об ЛР, вообще, как у тебя все это произошло? Вот я смотрю, у нас очень много таких историй, которые как будто бы случайно люди узнавали и потом присоединялись в вашу команду. Оксаночка, представься, пожалуйста, скажи, в каком ты городе живешь, и расскажи, как у тебя все начиналось. Ну, всем здравствуйте, меня зовут Оксана, я живу в городе Черновцы, мне 32 года, воспитываю дочку 5 лет. Как я попала в ЛР? Ну, это да, это такая интересная история. Я наблюдала за одной своей знакомой со стороны в соцсетях, вот, и тут у нее появилась две буквы, аббревиатура ЛР. Мне стало интересно, что это такое. Я к ней обратилась. Мы с ней пообщались, она пригласила меня на выставку. Я пришла. Нет, тут
кто-то пытается дозвониться до меня. Мгм. Сейчас поставлю на бесшумку. Да, Оксан, в следующий раз, просто чтобы ты знала, ставь, пожалуйста, на авиарежим, тогда тебе никто не дозвонится во время эфира. Да, извините, пожалуйста, еще раз. Вот, пригласили меня на выставку, я пришла, посмотрела, меня заинтересовало, пришла мастер-класс, мне сделали вы, вот, по гаджетам, ну, я тогда еще больше захотела попробовать продукцию, ну, и так, в принципе, начала знакомиться с продукцией и со всей последующей. Начала с уходовой серии по коже, улучшила состояние кожи, и потом мы решили укрепить иммунитет моей Ани. Мгм. То есть ты на наших выставках, да, когда ты приходила в среду, то есть ты увидела, что у нас есть кроме косметики, потому что я помню, тебя вначале косметика заинтересовала, именно уход. Да. То есть ты увидела, что у нас есть еще серьезная продукция именно по здоровью, да? Да. Здорово, здорово. И вот ты начала, да, то есть ты начала для себя применять, вот, употреблять нашу продукцию по здоровью. И что же начало происходить? Расскажи вот об этих потрясающих результатах, которые у тебя есть в твоей, ну, в твоей семье. Ну, у нас, конечно, результаты хорошие, они меня очень сильно удивили, вот, и чему я очень рада. Ну, первый наш такой результат, наша история такова. Мы в 5 месяцев нежданно, негаданно подцепили одну такую очень непростую болезнь, и до сих пор не могу понять, откуда мы ее вообще взяли. Коклюш. В 5 месяцев, да, в 5 месяцев мы вот такой нехорошей болезнью заболели. Ты уточни, 5 месяцев чьих? 5 месяцев Аниных. Моей дочери. Да, моей дочке. Она была еще... Я понимаю, что 5 месяцев твоей дочери. Просто люди нас, может быть, слушают, которые еще не знают о тебе ничего. Поэтому 5 месяцев это могли быть твои, понимаешь? Поэтому уточни. Все, мы поняли, да? Когда было 5 месяцев когда было 5 месяцев Ани, у нее начался кашель. Начался кашель, я вызвала врача семейного на дом, она пришла, послушала ее, все нормально, легкие чистые, бронхи чистые, приписала нам сироп от кашля. Ну, мы пьем сироп, сироп ничего не помогает, у нее дальше кашель продлевается. Я опять вызываю врача, она пришла, опять послушала, говорит, ну, не знаю, говорит, я, говорит, ничего не слышу, легкие чистые, бронхи чистые, говорит, ну, хотите, припишу вам антибиотик. Ну, я, как неосознанная мама, говорю, ну, давайте, как бы. Мы начали принимать, проходит еще 2-я неделя, у нее кашель усиливается, я не могу понять, почему, что. Я опять вызываю ее, она опять мне говорит, что, ну, не знаю, говорит, что, ну, легкие чистые, бронхи чистые, но у ребенка есть температура, поднимается температура, говорю, ну, давайте что-то делать. Она мне опять 2-й антибиотик, уже сильнее. Мы пьем 3-ю неделю антибиотик, и этот антибиотик нам тоже не помогает. Я опять ее вызываю, начинаю поднимать панику. Я говорю, ну давайте что-то делать. Ребенку еще хуже и хуже и хуже. И дошло до того, что кашель, у коклюша такой специфический кашель, он идет с одышкой. И когда она кушала, она все, что она кушала, она потом это все обратно возвращалось. А такой был надрывистый, сильный кашель. Мы уже в панике, мы все тут уже в панике, что делать? Мы опять вызвали нашу врачиху, я говорю, давайте что-то делать. Она, я не знаю, легкие чистые, бронхи чистые, но если хотите, я вас направлю в областную больницу. Ну, вам там ничего особого не скажут, пусть они вас еще посмотрят. Я говорю, ну, мы согласны. Мы поехали в областную больницу, нашу Черновицкую, поступаем на приемный покой, врачиха на приемном покое послушала, поворачивается на меня вот такими вот глазами и говорит, мамочка, а вы где раньше были? Я говорю, а что, у вашего ребенка двухсторонний обструктивный бронхит? Я говорю, как? Я говорю, даже врач приходила, слушала и ничего не нашла. Сразу нас оформили, положили нас в больницу, начали нам давать еще 3-й антибиотик, и взяли у нас пробу на коклюш. Ну, пока проба делалась,
А пока проба делалась, мы лечились, понятно, что мы пока лечились от неделю мы лежали в областной больнице, пока делалась проба, мы лечились от бронхита, тут приходит проба, у нас коклюш. Все, где вы могли его подцепить? Я говорю, я не знаю где, ну, возможно, в поликлинике, ну, может быть, хотя не факт, потому что как бы тогда коклюш еще, ну, не гулял. Ну, тут нас сразу направили в инфекционную больницу, другую. Еще мы там делаем рентген, и у нас пошло усложнение на воспаление легких. Ну и тут мне врач говорит, что подходит ко мне заведующий инфекционным отделением, и говорит, мне Оксана, говорит, смотри, такая вот ситуация, говорит, вообще как бы коклюш можно лечить дома, но так как у тебя совсем маленький ребенок, 5 месяцев, и у вас пошло осложнение на воспаление легких, говорит, я не хочу вас отпускать домой, я боюсь, говорит, полежите недельку здесь, говорит, будет улучшение, мы вас отправим домой. И мы начали принимать очень сильные опять антибиотики, которые, чтобы уже лечить, убивать эту палочку коклюша и параллельно устранение воспаления легких, чтобы, ну, ушло легче. Неделю мы полежали в инфекционной больнице, вот, нам стало легче, и нас отправили домой. Ну, постепенно мы мы вышли с воспаления, но потом нас поставили в детской поликлинике на учет в пульмонологию, так как мы болели коклюшем, и мы еще целый год почти стояли на учете. Понятно, коклюш, он свои остатки оставил. Это был еще послеостаточный кашель, еще долгое очень время. Мы еще откашливались. Ну и потом, после какого-то истечения, я заметила, что Аня стала очень часто болеть. Это начались постоянные сопли, это постоянные... Мы очень посадили иммунитет. Получается, мы принимали 4 вида антибиотиков. Мы посадили иммунитет, это постоянные сопли. Там начался садик, и это постоянно дома. Пару дней в садике, и дома, и температуры. И начались отиты, один отит, потом через некоторое время другой отит. И тут мы попадаем к лору, на осмотр к лору. Мы попадаем на осмотр к лору, и нам лор ставит диагноз 1 3 степени. И это, получается, были увеличенные аденоиды и еще плюс миндальные в глотке, миндальные. Я заметила, что Аня начала тяжело дышать. Она спала с открытым ртом, потому что ей тяжело дышать. Ну, конечно, мы приписывали нам какое-то лечение, но показаний к удалению нету, потому что это 3-я стадия. Вот. Ну и на фоне аденоида у нас были отиты, раз отит, 2-й раз отит. Это утяжеленное дышание, это постоянные бесконечные сопли. Лето, жара, а они постоянные сопли, текут сопли. Вот. Ну, нужно было что-то с этим делать, и не знала, как делать. Ну и тут вот встретилась мне продукция ЛР, которая мне попробовала. Мы начали пользоваться изначально вот этим спреем «Скорая помощь». Мы начали, можно сказать, что первое изучение нашей в практике аденоидов мы начали со спрея, потому что это были бесконечные капли. Одни капли не помогают, другие капли не помогают, они только улучшают симптоматику на некоторое время, чтобы было легче дышать, а сопли как есть, в принципе, и текут. Мы начали, мне эти все капли надоели, и по вашему совету, мы стали капать спреем «Скорая помощь». Капали, и я увидела улучшение, что у нее не так текут сопли, такой прям вот струей. Она стала немножко легче дышать. Тут мы подключили алоэ, персик. Тут у нас, в принципе, был целый комплекс персик, алоэ. Вот такой вот. С алоэ, с персиком мы начинали. Вот Майндмастер, Супер Омегу. И по истечению некоторого времени мы пошли к врачу,
И у нас с третьей стадии стала первая стадия. То есть мы вот это течение, мы его облегчили. Теперь у Ани нету соплей, она не так болеет, и мы еще в придачу укрепили очень хорошо иммунитет. Вот, потому что у нас было, и нам ставили анемию, у нас было на фоне аденомов, нам было пониженный гемоглобин, мы не могли его никак поднять. И я надеюсь, что к операции не придется возвращаться, потому что делать операцию под общей анестезией, как мне сказали, что сейчас аденоиды удаляют под общей анестезией. Да. Мгм. Мгм. Вот такая А, наша история с Да, аденоидами. конечно, такой очень неприятный случай, но видишь, слава богу, что есть выход, и что ну, вот в жизни все не случайно, вот как я вижу. То есть был вопрос у ребенка, и постепенно какими-то окольными путями, какими-то там вообще непонятными вот этими делами тебя все-таки жизнь привела сюда и дала тебе именно то, что реально действенно, эффективно. Оксаночка, я знаю, что у твоей Анечки был еще один такой достаточно серьезный и очень неприятный вопрос. Ты понимаешь, это гельминты, это паразиты, да? Расскажи немножечко об этом. Ну да, это тоже такая интересная история с паразитами у нас была. Ну, у нас, как у всех детей, да, маленьких, есть паразиты, это грязные руки, это грязные игрушки. Вот. А потом у нас появилась еще собака, и история, конечно, еще больше усугубилась. И я понимала, что... у Ани, как мы вообще обнаружили, что у нас гельминты, еще плюс 2 вида, у нее появился непонятный высыпь на теле. И мы проходили комплекс обследования, сделали анализы крови, и у нас обнаружили глисты. Обнаружили глисты 2 видов. Аскариды и острики. Вот. Ну и нам назначили, как всем детям, варнил. Он есть аптечный препарат. Ну, я, как неосознанная мама, конечно, пошла, сразу побежала в аптеку, купила, все, как мне приписала врач. Там еще своя система есть, нужно сначала немного очистить организм, такой гель они дают, ну и потом этот варнил. И мы прочистились, я ей дала первый флакончик, и потом через неделю нужно было повторить еще раз. И на второй раз, когда я ей дала, Аню жутко обсыпала такими большими красными пятнами. Я же испугалась, я не могла понять, что это у нее. У нее пошла аллергическая реакция на вот этот препарат. И, у нее это прошло. Потом у нас есть мам-совет, подружки, да, у каждого есть. И одна мамочка мне говорит, вот ты знаешь, я своей дочке прогоняю не в зависимости, есть глисты, нету глисты, я все равно раз в год ее прогоняю. Я такая села, подумала себе, умно, уже здраво, думаю так, если этот варнил убивает вредные микроорганизмы, значит, он также легко убивает и полезные микроорганизмы. И не хочу опять поддавать своего ребенка к такому стрессу сильному. Если опять ее сильно высыпет, я не хотела, я долго думала, стоит, не стоит. Я искала альтернативу. И мы нашли альтернативу. Мы опять нашли альтернативу в Валерии. Наш, конечно, алоэ симбирион и пробаланс, который вообще постоянно у нас дома есть, никогда не заканчивается. Вот. И вот так вот, да, мы вышли с глистов, сдали анализы, и у нас анализы показали чистую микрофлору, у нас ничего нету, тоже очень, чему я сильно рада. Потому что на фоне глистов у нас был, мама, я не хочу кушать, у меня нет аппетита, я не хочу кушать, но почему? Ну вот, почему? Вот в этом и была причина. Да, я немножечко подрезюмирую, да, почему именно так произошло. Мне многие спрашивают, а есть ли в вашей компании антипаразитарная программа? Я говорю, вы понимаете, наши продукты, они именно немцы, они все продумали до мелочей.
То есть наша продукция, она одновременно, кроме того, что очищает, запитывает, то есть делает очень многие функции с нашим организмом, а антиэйдж набор это вообще санаторий на дому. Так вот, алоэ плюс пробаланс, алоэ вера, особенно который вот сейчас вот иммун на корень имбиря, и пробаланс это минералы, которые в хелатной форме, они ощелачивают наш организм. Вот эта парочка сладкая, она как раз работает еще параллельно, как побочный эффект, она еще работает как антипаразитарная программа, то есть она санирует наше тело постоянно на основе, на каждой основе. Кстати, у меня когда-то были лямбли обнаружены, так вот, ну, пару лет назад, когда я уже ну, года 3, наверное, активно принимала нашу продукцию, то есть абсолютно у меня организм чистый, это было, кстати, сделано в диагностическом центре, я сдавала кровь, то есть у меня все полностью подтверждено, что чистое, хотя это достаточно такая не очень приятная вещь, вот, и я знаю, Оксана, что вот анемия, да, что произошло с анемией, что произошло, вот, и, кстати, как нервная система отреагировала у Ани, когда вот вы подключили вот этот вот комплекс алоэ вера и пробаланс, наши минералы. Иммунная система, как отреагировала? Ну, анемию мы подняли, мы еще принимали плюс наши витамины, которые... То есть вы не подняли анемию, вы избавились от нее? Да, мы подняли... То есть вы подняли гемоглобин, правильно? Да, мы подняли гемоглобин, он у нас был пониженный. Он долгое время у нас был пониженный, мы никак не могли его поднять. Мы и пили витамины, потому что витамины наши аптечные я никогда, в принципе, не покупала, но так как у нас есть бабушка за границей, и мы просили ее оттуда, да, и мы пили и те витамины, ну, и как-то я понимала, что нужно укреплять иммунитет ребенку, да, ну, потому что так долго продолжаться не будет. Она пару дней в садике, она дома длительное время. И вот этот коклюш нам посадил очень конкретно с антибиотиками, иммунитет, и эти сопли, и это все. Вот. И да, и нам ставили анемию, и тут витамины, очень, которые теперь Аня вообще безумно любит. Наш вообще любимчик, витамины наши. Вот, кстати, вот этот вот нюанс я хотела бы немножечко с него акцентировать, потому что мне тоже многие говорят, ой, зачем мне менять витамины, вот мне из Италии, из Испании, там из Франции отправляют витамины, вот, зачем мне покупать ваши? Но я вижу, насколько огромная разница, поэтому, ребят, смотрите, да, это круто, когда вы покупаете импортные витамины, но опять же, на любом рынке есть разное качество, разные цены. И я вас прошу, разбирайтесь. Уж коль вам человек, который сейчас владеет продукцией компании ЛР, он коль вам дает информацию, то вы хотя бы просто разберитесь, от чего вы планируете отказаться. Потому что отказаться это легче всего. Но за вашими отказами стоит здоровье ваших детей, и за вашими отказами стоит здоровье вашей семьи. Вот об этом надо всегда помнить. Хорошо, Оксаночка, продолжай. То есть вы решили вопрос анемии, у вас поднялся гемоглобин, подтвердились анализы отрицательные по поводу гельминтов, да, то есть это острицы, аскариды, очень неприятные, кстати, вещи, но острицы обычные, а аскариды такая, ну, в общем, они все неприятные. Да, И что еще произошло? Что еще было? Что еще какой вы результат получили по здоровью у Ани? Да, у нас есть еще очень классный результат, так как мы в этом году идем в школу, нет, немножко по-другому. У Ани не так было, вот не так давно он у нее появился, даже вот у нее был такой, она на нервной почве, она издавала рефлекторные звуки. Вот мы ни с того ни с сего, они почему-то у нее начались, а мы не могли понять, почему. Я думала, оно само собой пройдет. Ну, потом, когда мне уже в садике тоже начали делать замечания воспитательницы, вот, Оксана, обратитесь к врачу, идите сходите. Ну, мы пошли к нейропатологу, она нас посмотрела. Диагноз она нам никакой не написала, но нам назначила курс лечения. Написала она там курс лечения нам, одни таблетки и магний B6 антистресс. Вот.
Ну, я, конечно, не побежала сразу в аптеку покупать их. Вот, просмотрела в гугле, что это за препарат. Очень меня удивило, что он имеет транквилизирующее действие. Меня это очень испугало. Да. Ну, и я, так как теперь продвинутая мама, после всех результатов, которых мне дала продукция, я долго не думая, не задумываясь, мы начали принимать омегу, супермегу нашу, пробаланс и майтмастер. Мы начали его пить, и по истечению недели у Ани она стала это реже делать. Реже она стала это делать. Она так вот как будто ей воздуха не хватало, она такие вздохи делала. И потом еще прошла неделя, у нее вообще-то исчезло. И я вот хотела, мы не успели просто пойти к врачу, честно, я очень хотела прийти к врачу. Она сказала, говорит, пропьете месяц и к нам придете. И начался карантин. И я очень хотела к ней пойти вот, и показать ей, вот видите, мы обошлись без ваших вот этих аптечных препаратов, что очень мне вообще понравилось. И я еще к ней пойду, я ей скажу, если она мне спрашивает, что вы принимали, я ей покажу, точно скажу. И перед школой мы в этом году, нам уже 6 лет, и мы в этом году идем в школу, мы проходили, как можно сказать, медкомиссию. Это окулист, мы сдавали все анализы, кровь, мочу, кал, вот, стоматолога, и мы пошли к окулисту, проверили нам зрение, и она мне говорит, что у вас зрение в норме. И, честно говоря, я по этому поводу немножко переживала, потому что у нас в группе половина детей ходит в очках. И я очень переживала, я не хотела, чтобы Аня тоже была в очках, потому что это дети, это очки, это носение, это снимание постоянно, это некомфортно. У нас, и она мне такая спрашивает, говорит, у вас зрение хорошее, она в телефоне сидит часто, потому что много детей, сейчас это, наверное, болезнь у всех детей, телефон, постоянно телефон. Я говорю, да, как и все дети, конечно, она играет в игры, она смотрит. Она говорит, у вас хорошее зрение. Я так улыбнулась и говорю, да, говорю, это хорошо. То есть я очень довольна, что еще в придачу наша продукция Ане помогла не посадить зрение. Вот. Да, и зубы, кстати, у нас тоже очень классные, потому что тоже от многих мамочек я слышу, что у некоторых детей уже весь рот в пломбах. У меня нету проблем с зубов, нету. У нас очень классные зубы. Здорово, здорово. Но зубки будут, конечно, меняться, но это тоже очень Да хорошо, когда чистая ротовая полость, то есть когда нету кариесных зубок, то это, конечно, это наш и обмен чистый, это работа желудка в первую очередь, то есть туда попадают микробы, то есть это очень здорово, это круто. Оксана, скажи, пожалуйста, может быть, ты заметила, что у Ани изменились вкусовые привычки, потому что мы сейчас о тебе поговорим тоже. Может быть, она стала уже меньше требовать от тебя конфет там, или чего-то такого вот неполезного, вот, когда она начала принимать алоэ, пробаланс, что-то не так вот много, то, что иногда мамочек беспокоит, вот ребенок просто берет и тоном ест конфеты, или ест булки, или ест пирожные, там, или еще что-то такое, то, что ребенку не надо, мама это понимает, но ребенок требует. То есть на самом деле, вы понимаете, да, что это требует не ребенок, это требует та микрофлора, которая в нем живет. И вопрос в том, насколько она для нас, с нами должна быть, то есть полезная микрофлора или же патогенная? Я скажу, да, Аня, конечно, у нее поменялись вкусовые предпочтения. Она очень, конечно, она любила сладкое. Она очень это могла сладкое, хотя она, в принципе, она мне равнодушно кушала как-то к сладкому, но она его любила. Каждый поход в магазин, мама шоколадка, конфетка, конфетка.
И вы знаете, что я еще заметила? То, что она немножко отстранилась от сладкого, она одно время, она просила меня: мама, купи мне магазинные сосиски. Сосиски, 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 без конца. Говорю: Анечка, говорю, ну только не можно сосисок кушать, это, ну, это не есть нормально. Говорю: мясо, нет, я хочу сосиски, я хочу сосиски, я хочу сосиски. И потом у нее резко как отрезало: я не хочу сосиски. Я не хочу сосиски, все. Вот не хочу, они мне невкусные, они мне уже не нравятся. Дай мне мясо. Ну вот это еще раз подтверждает, насколько вот у нас действительно уникальная продукция, и насколько она, решив вопрос обмена веществ, решив вопрос вот, по здоровью, то автоматически начинаются меняться привычки. Автоматически. И это вот у детей прослеживается. Когда, ну, взрослые могут сказать это в самовнушении, то ребенку ты ничего, никакого самовнушения не сделаешь. Поэтому это тоже очень крутой результат, и очень круто это самое. Хорошо, Оксаночка, теперь расскажи, что у тебя. Я знаю, что у тебя тоже есть колоссальный результат именно по тебе самой. Расскажи об этом поподробнее. Да, есть у меня тоже по мне результат. Ну, это болезнь, это проблема. У меня тянулась тоже еще с глубокого детства. Эта проблема. Долгое время не могли обнаружить, что это. У меня были очень частые головные боли. Очень часто головные боли у меня на погоду, всегда менялась, болела голова, безумно болела голова. И когда мы с мамой начали проходить комплекс обследований, мне еще диагноз мне не поставили, но у меня обнаружили желчь, загоб вот этой желчи, через которую она должна выходить, она у меня была загнутая, эта трубочка. И получается, желчь, она возвращалась обратно. Из-за этого у меня были постоянно головные боли. И на протяжении нескольких лет, когда все дети летом отдыхают, едут куда-то в таборы или куда-то там еще на море, Оксана каждый год, раз в месяц, летом лежала в больнице на выкачивание этой желчи. Боже, как вспомнить, это такое... Это, конечно, процедура вообще неприятная. Да, выкачивали эту желчь, потому что на фоне нее у меня были очень жуткие головные боли. Вот. Потом, по стечению нескольких лет, она немного, ну, мне это восстановили, но головные боли, в принципе, по сути, как были, так и остались. Потом мне поставили диагноз вегетосудинная дистония. Вегетососудистая дистония. Да, вегетососудистая дистония и зауженный ток сосуд. И у меня головные боли. Головные боли. И даже надо мной мои знакомые говорят: Оксана, говорит, по тебе, говорит, можно погоду сверять. Погода должна меняться, у тебя сразу голова болит. Такие жуткие головные боли были. Я сидела на таблетках. У меня пачка цитрамона у меня уходила за неделю. Да, у меня такие головные боли, я не могла ее, это, конечно, это очень. И я это долго с этой болью мучилась. Вот. С утра просыпаешься с головной болью, ты засынаешь с этой головной болью. И это кофе. И бесконечное кофе, поднимать давление, и проходит пару часов, и опять головная боль возвращается. Ну, неприятное, честно говоря, ощущение. Вот. И нашла я решение у нас с нашим майт-мастером. Это вообще, это мой любимый напиток вообще. Вот мой любимчик, майт-мастер, вот, который мне очень помог. Я попила его, и я забыла, что такое головная боль. Я с утра встала, я сначала не поняла, я потом где-то через пару дней я себя словила на мысли: у меня не болит голова, мне так хорошо, мне так легко, у меня не болит голова. Я словила себя на мысли, что я себе кофе запариваю с утра на автомате. А зачем мне пить кофе? У меня давление уже в норме, у меня давление нормализировалось, у меня давление не пониженное. Вот, да. Так что вот майт-мастер, и, конечно, майт-мастер в основном, но и пробаланс, и тоже питьевые гели наши мне помогли нормализовать мою головную боль. Супер. Оксана, скажи, пожалуйста, с какого времени, сколько по времени вы принимаете нашу продукцию?
вот в твоей семье? Ты, Аня? Где-то Ну, год, да, наверное? Даже меньше, может быть. да, полгода. Да, Полгода. и вот вы сами слышали, да, со слов Оксаны, то есть уже первые результаты даже по ребенку уже начались через неделю, то есть очень быстро. Почему я тоже очень люблю нашу продукцию, потому что она эффективна. У нас всего лишь, еще раз повторюсь, у нас всего несколько продуктов, всего 11 основных продуктов, которые решают до 90% различных заболеваний. Вот. И вы понимаете, что, смотрите, вот Оксана показала, сколько там, 4, по-моему, продукта всего, там 4, 5, 6, да, которые, в общем-то, решили массу проблем, массу вопросов по здоровью, которые, ну, не были решаемые обычным, да, обычным способом, так скажем, аптечными препаратами, потому что, собственно, аптечные препараты, они не предназначены для того, чтобы решать вопросы полностью, а просто облегчить состояние. Вот. И поэтому мы можем сейчас вот подвести такое небольшое резюме, да, посмотри, давай по ребенку, что у нас произошло. То есть первое, иммунитет в норме, она перестала болеть, Аня перестала все ОРВИ, ОРЗ, вопрос анемии решен, вопрос глистных инвазий решен, вопрос по нервной системе решен. То есть посмотрите, зубки, вон там девочки писали, наши мамочки писали, что у них тоже детки все с хорошими здоровыми зубками, потому что они пьют тоже нашу продукцию. Это круто, это очень круто. Да, я знаю, что сейчас реально стоматологи и педиатры заявляют, говорят, что если сравнить детей, их состояние ротовой полости там где-то 20 лет назад, то сейчас это в несколько раз увеличились кариесы, то есть практически каждый ребенок страдает кариесом. Вот. И вот здесь вот такой вот показатель, это очень круто. Смотрите, какие еще вопросы у нас были решены. Решен вопрос с мигренями, вопрос решен, кстати, я думаю, что ты уже после того, как начала пользоваться нашей продукцией, уже перестала желчь выкачивать, да, и забыла, что это такое. Вот. Все, я забыла. Да, кстати, вот этот загиб желчных протоков, желчного пузыря, да, он у многих людей есть. Это физиологически, у меня тоже, то есть это производит к естественному застою желчи. И я знаю, что многие люди именно вот благодаря, опять же, нашей продукции, они решают эти вопросы. Это очень круто, это очень хорошие результаты. Вот. И что, Оксана, я тебе хочу пожелать, вот в завершение нашего эфира, я тебе хочу пожелать, чтобы вот ты еще больше накапливала вот этих результатов, и чтобы эти результаты превращались в то, что ты начинаешь, когда, я знаю, что ты очень щедра, что ты очень много делишься с другими людьми, чтобы они давали возможность, вот это твой опыт, твоя практика давала возможность людям брать для себя вот это предложение и поддерживать здоровье своих детей, своих семей, и чтобы вот таким образом, по чуть-чуть отдавая родным, близким, знакомым вот эту бесценную информацию, мы таким образом можем повлиять на здоровье целого города, целой страны и вообще целого мира. Представляете, какая у нас миссия огромная? И вот я тебе желаю вот успехов именно вот в этом тоже направлении, Оксан, потому что ты этого достойна, и, ну, очень потрясающие результаты. Скажи, пожалуйста, если у тебя что-то добавить, если нет, то мы будем завершать наш вот утренний эфир. Ну, добавить, да, хочу добавить. Наша продукция, конечно, я очень рада, что я попала в компанию LR, можно сказать, чисто немножко случайно. Вот. И я рада, что я здесь, что я, во-первых, я поправила здоровье свое и своего ребенка. В первую очередь своего ребенка. Она помогла нам избавиться от наших проблем, потому что если не знаю, что я бы сейчас сделала бы. Меня это очень радует, что у Ани все хорошо. Я думаю, будет все хорошо, я уверена в этом, в принципе. Вот. И будем поправлять здоровье и всех наших последующих. Поколений. И бабушку, и маму, да. Вот. Я рада, что я в ЛР, потому что я могу нести это в люди, рассказывать. Я очень хочу донести это до людей. Я надеюсь, что они услышат, и они слышат, уже слышат, как показывает наша
практика. Вот, и что я могу тут реализовать себя. Что ЛР, конечно, дает очень большие возможности и перспективу. Вот, реализовать себя, потому что я хочу, у меня всегда были мысли, у меня всегда были, я долгое время с этими мыслями и засыпала, что я не хочу работать на кого-то, я хочу работать на себя, я хочу иметь свой, я не хочу быть привязанной никому. Я очень искала долго для себя решение и не могла для себя его очень долго найти. И я теперь вижу свою реализацию и перспективу свою будущее в этой компании. Ну что ж, дорогие друзья, поблагодарим Оксану за то, что она была в нашем эфире. Всем вам желаем прекрасного дня и, крутых свершений. Все, пока-пока. Пока-пока.